В одной из московских школ вот-вот начнется вечер встречи выпускников. Двое бывших одноклассников стоят на крыльце и приветствуют всех, кто приходит. Не обходится без колкостей, ведь все изменились за эти годы и не всегда в лучшую сторону. Тем временем всеобщий любимец Игнатьев стал еще привлекательнее, что сразу замечают девушки. Он рассказывает о своем бизнесе, когда одна из них вдруг подбегает к неуклюжему толстяку, которого она зовет Калом. Он заходит в школу, а красавчик просит не обижать этого недотепу, ему его жалко. Ведь над ним все годы в школе издевались. Но тут его отвлекает другой одноклассник. Они обнимаются, и все четверо заходят в здание школы, где проходит банкет. Одноклассники хотят узнать, как сложилась жизнь Кала, но он просит не называть его детским прозвищем, объясняя, что его зовут Ивон. Он работает в ИТ и женат на девушке, которую они все знают. Они начинают перечислять имена тех, кто не пришел, и как только они сдаются, в зал входит бывшая школьная королева Лена. Хотя все думали, что она давно переехала в Америку и стала известной моделью. Лена направляется к столу и просит освободить место рядом с ее мужем. Она быстро целует Ваню, чем шокирует всех присутствующих, а затем здоровается с остальными. Позже пара выходит на танцпол, и все мужчины в зале не могут скрыть своего удивления, что такая красивая женщина вышла замуж за такого неуклюжего парня. Ваня уходит в туалет, и к Лене подходят ее бывшие одноклассники. Она рассказывает, что вернулась в Россию и вышла замуж за Ваню, и что она очень счастлива с ним. Ребята смеются, думая, что это шутка, и что Ваня заплатил ей, но Лена довольно резко отвечает, что никто из них не смог бы добиться ее внимания, потому что они даже близко не дотягивают до ее мужа. Обиженные ребята начинают приставать к Ване в коридоре, желая отомстить за оскорбление Лены. Ваня умоляет их не бить его, но тут появляется Лена и быстро раскидывает троих парней в стороны, как тряпичных кукол. История возвращается на 2 месяца назад, когда Ваня приносит домой голову экспериментального робота, созданного по образу одноклассницы, в которую он был тайно влюблен все школьные годы. Он объясняет, что робот должен пойти с ним на встречу с одноклассниками, которых он не видел 17 лет, и представиться его женой. Он сетует, что его одноклассники переделали его фамилию Калинин в обидное прозвище Кал, что по-русски означает «дерьмо». В этот момент робопес, который тоже живет с ним, отвлекает Ваню, обещая сделать тело робота первоклассным, так как в его лаборатории сейчас разрабатывают андроидов. Позже охранник замечает в его машине часть робота, но Ваня отшучивается, и охранник пропускает его. Дома Ваня показывает Лене тело робота, которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. Он уже сделал руки женственными и планирует закончить остальное по ходу дела. Ваня прикрепляет голову к телу и просит робота пошевелить руками, а затем предлагает ему попробовать что-нибудь сделать самостоятельно. Робот пробивает стену и бросает в нее нож. Сбитый с толку ее поведением, Ваня проверяет заднюю панель устройства и понимает, что случайно украл модель «Опричник», разработанную для военных целей и названную в честь Ивонны ужасной грозной телохранительницы. Если его поймают, ему грозит долгий тюремный срок. Позже Лена учится пользоваться косметикой, и это приводит Ваню в восторг. Роботу приходится напоминать ему, что она не настоящая женщина, но Ваня собирается это исправить, потому что он принес ей набор грудных протезов и готов их установить. Теперь Ване и Лене приходится бежать из школы, пока избитые ими мужчины не вызвали полицию. Конечно, Лена может бежать со скоростью 50 км в час и готова нести Ваню на руках, но он считает, что в этом нет необходимости. Он просит ее надеть шубу, потому что, хотя ее наноматериал выдерживает температуру от плюс 50 до минус 50 градусов по Цельсию, не всем об этом нужно знать. Но возле школы их чуть не сбивает машина, и полицейский останавливает их. Он просит показать документы, а когда узнает, что у Лены их нет, просит их обоих пройти в участок. Робот вырубает его одним ударом, а затем разбивает машину, в которой сидит его напарник. Испуганный Ваня умоляет Лену не делать этого, но она цитирует информацию из интернета о коррумпированных полицейских. Ваня понимает, что они могут не добраться до лаборатории, и ведет Лену домой. Позже он ложится спать и приглашает Лену присоединиться к нему. Она отказывается, потому что ей не нужно спать. Разочарованный Ваня предлагает ей прибраться в квартире. Лена предлагает помочь ему уснуть и просто выключает его. Когда Ваня просыпается, он не узнает свою квартиру. Он полностью почищен и отполирован. Но когда они собираются уходить в лабораторию, туда заходят родители Ивонны. Они очень рады видеть такую красивую девушку рядом со своим сыном, и она представляется им как жена Вани.
Ошеломленные родители приглашают пару отпраздновать это событие в ресторане, где Лена еще больше удивляет их, заявляя, что у нее нет желудка. Ване приходится придумывать отговорки. Он ведет Лену в уборную и просит ее вести себя более естественно. Там какой-то мужчина пытается протиснуться мимо них, раздраженный тем, что они стоят у него на пути, и Лена его вырубает. В конце концов, Ваня решает придумать историю, чтобы объяснить их предстоящий развод. Пока что он просит робота отвлечь его родителей, пока он идет в лабораторию, чтобы замести следы, так как вряд ли они смогут быстро это замять. Он также просит ее придумать правдоподобное оправдание его отсутствию. Позже Лена везет пару на машине, говоря, что Ваня сейчас в Кремле получает награду от президента на закрытой церемонии. Отец очень рад, потому что всегда верил в способности сына. Тем временем Ваню встречает охранник и сообщает, что в лаборатории идет обыск. В это же время отец Вани начинает говорить о погоде, и Лена дает прогноз, включая относительную влажность. Тем временем начальник службы безопасности Нестеров останавливает Ваню и говорит, что кто-то ночью проник в лабораторию и украл прототип боевого робота из хранилища. Он подозревает иностранных шпионов. Ваня выдает себя, предположив, что она могла сбежать сама, чем удивляет Нестерова. Но Ваня быстро приходит в себя и называет робота просто машиной. Тем временем родители Лены и Вани гуляют по парку. Мать Вани признается, что они никогда не думали, что он женится, а отец хочет знать, как Ване удалось заполучить такую девушку. Лена прямо говорит, что она военный робот, которого Ваня украл из Скалково, и что на него установили лицо его бывшей одноклассницы, а потом приказали подчиняться ему. Родители Вани смеются, думая, что это шутка, но тут какой-то бандит выхватывает у Лены сумку и убегает. Лена преграждает ему путь и без труда отбирает сумку. Грабитель бьет ее ножом в живот, но нож ломается, и он падает от ее контратаки. Робот объясняет родителям, что у нее очень развит пресс. Тем временем в лаборатории Нестеров просит Ваню вывести на экран лицо пропавшего робота. Ваня отвлекает его, показывая на уборщика, затем меняет конфигурацию программы, и лицо меняется. Начальник охраны просит Ваню ввести ключ безопасности в компьютер, чтобы отследить местонахождение машины, потому что прототип, который стоит дороже космического корабля, не может быть без присмотра. Увидев, где находится робот, охранники уезжают. Ваня звонит Лене и просит ее спрятаться в торговом центре, где он ее встретит. Встретившись на парковке, Ваня пытается понять, где именно установлено устройство слежения, и встает на колени перед роботом, чтобы осмотреть ее. Заметив охранника, Лена притворяется, что они занимаются чем-то романтическим, и так его смущает, что он уходит. Лена предполагает, что маячок может быть у нее в голове. Они идут в отдел инструментов, но обнаруживают, что у Вани нет денег, поэтому они не могут купить отвертку, которая им нужна. Лена предлагает показать продавцу своего котенка. Парень, ошарашенный этой идеей, достает фотоаппарат и обещает отдать им инструмент бесплатно. Лена тут же начинает мурлыкать и облизывать руки. Продавец возмущается, что его обманули, но его тут же припечатывают к стене. Пара уходит с отверткой. Они идут в туалет, где Лена опускается на колени, а Ваня открывает панель в ее ухе и обнаруживает жучок. Они так возбуждены, что охранник, который заходит в туалет, принимает их крики за проявление интимной близости. Узнав в них ту самую пару с парковки, он просит Ваню научить его, как доставлять удовольствие женщинам. Пара выходит из туалета и сталкивается с Несторовым и его людьми, которые удивляются, увидев там Ваню. Они хватают его, и Лена бросается в драку, раскидывая охранников. Они убегают, и Лена по пути успевает переодеться в новую одежду и более подходящую обувь. Когда они выходят с парковки, их останавливает полиция. Ваня умоляет Лену никого не убивать, а действовать как терминатор. Робот быстро прокручивает фильм в своей голове и подходит к полицейским. Они открывают огонь, но пули отскакивают от нее. Она ранит полицейских, и они уезжают. По дороге Ваня замечает пулю, застрявшую в щеке Лены. Она смахивает ее, и ее кожа мгновенно восстанавливается. Позже они останавливаются, чтобы обсудить произошедшее. Ваня просит робота вести себя более естественно, и она включает режим маскировки, мгновенно меняя внешность. Он предлагает сдаться, но Лена настаивает, что русские никогда не сдаются. Тогда Ваня вспоминает своего начальника Павла, который всегда был добр к нему. Они решают пойти к нему, но у них нет денег на бензин. Лена ведет Ваню в подпольный клуб, где проходят нелегальные бои без правил, и объясняет, что подписана на канал этого клуба. Она выходит на ринг против чемпионки клуба и легко побеждает. Позже они получают свой выигрыш, но Лена просит помочь ей с поддельными документами и возвращает деньги. Они пробираются в дом Павла, и Ваня рассказывает ему обо всем, что сделал с военным роботом. Павел удивлен, что Лена может отвечать на вопросы и даже шутить. Он объясняет, что Несторов обнаружил в лаборатории шпиона, поэтому рассказать обо всем будет непросто. Кроме того, за этой моделью охотятся разные спецслужбы, а значит, Ваня
Ваня фактически предотвратил попытку ее украсть. Павел просит их затаиться, пока он будет решать проблему. Они уходят, но их замечает полиция и начинает погоню. Несколько раз им удается скрыться, но в конце концов они попадают в ловушку. Лена выходит из машины и подходит к машинам, перекрывшим улицу. Она уже собирается их отогнать, но тут появляется Несторов и его люди и ловят робота специальной сетью. Их сажают в фургон и везут на склад на окраине города. Пока Несторов приказывает подготовить ящик для транспортировки, Ваня признается Лене, что она дорога ему не как робот, а как любимая женщина. Она не верит ему и советует подумать о себе. В этот момент Несторов убивает своих людей, вытаскивает Ваню на улицу, дает ему винтовку и признается, что придумал историю со шпионом, чтобы продать робота. Ему нужен был козел отпущения за кражу и предательство, и Ваня появился как раз вовремя. Пока он это говорит, Несторов активирует мину, которая должна взорвать все вокруг и скрыть пропажу андроида. Он уже собирается выстрелить в Ивана, но один из охранников приходит в себя и стреляет в Несторова, отвлекая его. Лена приказывает Ивану бежать, и он выскальзывает за ворота. Несторов садится в машину, в которой находится Лена. Иван возвращается, находит ключи от наручников, освобождается и убегает за секунду до взрыва. Позже он вспоминает про канал без правил и отправляет сообщение. Лена отвечает, что Несторов отвез ее на вертолетную площадку, где их ждет покупатель. Иван обещает прийти за ней, хотя андроид предлагает вызвать полицию. Но он понимает, что к тому времени, как он все объяснит, ее уже увезут. Тем временем Лену грузят в вертолет покупателя. Несторову дают папку с новыми документами и счетами, но Лена предупреждает, что ему недолго осталось жить, потому что никто не хочет оставлять свидетелей. В этот момент появляется Иван с пистолетом в руке. Несторов смеется над ним, но Лена советует Ивану целиться ниже. Он нажимает на курок и попадает в панель управления электронной сетью, освобождая андроида. Несторов пытается сбежать, а Лена расправляется с охранниками покупателя. Она сбивает предателя с ног, а затем расправляется с покупателем. Иван целует Лену, но это не действует на нее. Тем не менее, она благодарна ему за то, что он пришел за ней. Они уходят вместе. Позже начальник Ивана благодарит его за героизм, и Иван просит разрешения поработать над улучшением Лены. Робопес тоже просит об этом, и Павел соглашается. Сначала они идут к родителям Ивана и признаются, что обманули их, объясняя, что они просто друзья. Отец уверен, что между ними любовь. Лена говорит, что Ваня настоящий герой и обязательно найдет свою настоящую любовь. Это смесь комедии, научной фантастики и боевика. Сюжет довольно банальный, но шутки, по крайней мере, не слишком пошлые. В целом, это фильм, который можно посмотреть только один раз. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть больше подобных видео. Спасибо за просмотр.